Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин на такую довольно интересную тему. Кто хочет от вас ребенка? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вот знаете, вот какие-то вот то ли душевные раны. Причем душевные раны, которые вот они бьют даже по вашему физическому здоровью. Это обострение каких-то вот, может быть, сердечно-сосудистых заболеваний. Это плохой сон. Это какая-то вот, знаете, грусть, печаль в глазах. А все из-за того, что вот рядом нет женщины. Вот хочется женщины, хочется каких-то подвигов, что-то делать, куда-то мчать. Вы вот знаете, такой вот по своему характеру, вот почему-то мне рыцаря напоминаете, джентльмена, который умеет красиво ухаживать. Вот обычно женщины любят вот такие ухаживания джентльменские, да, вот и дверь открыть, допустим, в подъезд, либо в машину, уступить место, еще что-то, там цветы подарить. Ну, то есть такие довольно красивые вот жесты умеете делать. И вы уже соскучились за всем этим, вам уже хочется вот ухаживать за кем-то, вам хочется быть нужным. Но пока я не вижу вот женщины, ради которой вы готовы были на такие подвиги. Вот знаете, вы как будто вот в маске ходите. Вот маска какой-то жесткости, больше холодности по отношению к женщинам. У вас полно женщин вокруг, вас полно. Но почему-то они для вас все какие-то не такие. Ну, я имею в виду, они вам не нравятся, но сердце не ёкает, вот в душу не западают. Вот вы как-то считаете, что все женщины притворщицы, обманщицы какие-то, да, что им только деньги нужны. Но хотя вы вот на самом деле, вы настолько такой вот по жизни, вы очень такой заботливый, вы добродушный человек, вам хочется отдавать, да. Вот как на этой карте, вот когда мужчина несет женщину на руках, вам уже хочется вот этих жестов. Хочется женщину носить на руках в прямом и в переносном смысле. Хочется встретить наконец-то свою королеву, но пока ее рядом нет. Вот, да, вот почему-то вот всех женщин вы видите как бы в масках, да, вот нет доверия. Причем это тотально недоверие какое-то, вот злость, обида, недоверие какое-то к женщинам. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла на расклад, да, которая хочет от вас ребенка. Что это за женщина? А эта женщина, знаете, вы, в общем-то, ее знаете. По крайней мере, ну, в лицо вы знаете, ее пересекались. Скорее всего, она живет где-то по соседству. Это может быть и в одном доме, и, допустим, там в одном доме в разных подъездах, либо в соседнем доме. Но где-то вот она рядышком, она довольно часто вас видит. Причем, кстати, еще может быть такое, что вы пересекались с этой женщиной где-то, может быть, на дне рождения, в какой-то компании, но она живет рядом. Вот она как-то именно вот с домом вашим рядом. Где-то вы вот именно на гулянке какой-то с ней пересекались. Она очень тоже такая довольно романтичная натура. Она любит, когда за ней ухаживают, красивые жесты. Она, скорее всего, брюнетка. Такая среднего возраста, невысокого роста, такого среднего телосложения. Вот она любит, когда за ней красиво ухаживает. Она очень любит мужчин, таких вот романтиков, джентльменов, да. Она скорее осуждает тех, кто не умеет с женщинами общаться. Потому что, ну, далеко не каждый мужчина умеет, да, и красиво какие-то жесты делать, да, вот именно романтик. Да, далеко не каждый мужчина романтик, да. Ну, как бы, вот такая она дама, которая очень любит, когда за ней вот красиво ухаживают. Причем даже, знаете, вот может быть, когда вы с ней вот были где-то
в какой-то компании одной. Это может даже проигрываться, может быть, вы на свадьбе общей были, может быть, какой-то день рождения, там, я не знаю, корпоратив, ну, то есть компания была, да. Вы, может быть, даже еще, знаете, проигрываться, что вы чем-то ее угощали. Может быть, знаете, там в бокал наливали вино, либо же там, я не знаю, пальто ей подержали, либо еще что-то. Но вот какой-то такой, знаете, ухаживающий жест вы ей сделали. То есть она, в общем-то, с вами и знакома, и не знакома. То есть вы, да, вы так общались слегонца так в компании. Но так, чтобы прям близко, я не могу сказать. Вы особо не знакомы, да? Вот и да, и нет. Вот такая вот ситуация. Может еще проигрываться, что вы танцевали вместе, да? Вот именно в компании вы танцевали. То есть вот такие вот легкие у вас пересечения общения у вас были с ней. Вы ей довольно понравились вот за то время, когда вот вы были на этой гулянке какой-то, да? Вот вы ей очень понравились. Можно сказать, даже вот, ну не то чтобы прям любовь с первого взгляда, но вы довольно сильно запали ей в душу. Так, почему же она от вас хочет ребенка, да? Она, скорее всего, одинокая, по крайней мере сейчас. Она одинокая, да, у нее был мужчина, который ее обманул. Она сейчас одинокая, и ей очень хочется, знаете, вот у нее такие мысли сейчас, ну вот по типу, где же найти хорошего мужчину для семьи, рожу хотя бы ребенка для себя, да, вот многие женщины, особенно одинокие, вот, да, у которых не складывается личная жизнь, многие хотят родить хотя бы для себя ребенка, да, я думаю, вы об этом тоже знаете. И вот она, пообщавшись вот немного с вами в компании, она сделала вот свои выводы, да, что вот вы именно тот мужчина, от которого хочется иметь детей. И я вам скажу еще, что вот многие женщины вот просто интуитивно, инстинктивно чувствуют, когда мужчина вот сильный, именно вот самец, да, вот именно вот таким вот словом, никого не хочу обидеть, но вот сильный самец, вожак стаи, да, вот как львы, вот какая-то ассоциация с силой, да. Бывает, смотришь на мужчину, и ты прям интуитивно чувствуешь, что вот от такого мужчины хочется иметь детей, да, вот хочется, от него идет настолько такая мощная, сильная энергетика. Он такой, знаете, вот интуитивно, ты его еще, может быть, не знаешь, но ты чувствуешь, что он такой вот самец, который решит все, который для тебя все сделает, да, вот мужчина, который и в огонь, и в воду, да, вот настоящий мужик. И от таких мужчин реально женщины хотят детей. Вот просто инстинктивно. Это не значит, что женщины будут бросаться, насиловать кого-то. Нет. Просто это говорит природа наша, да, вот эти инстинкты, от них никуда не денешься. Это есть как у мужчин свои инстинкты, так и у женщин инстинкты. Поэтому вот она с вами пообщалась, да, и вот она почему-то вот именно вот эти вот, знаете, вот флюиды как будто вами, ваши флюиды вот на нее подействовали, и она вот безумно, она вот, да, вот где-то она еще и рядом живет, она вот, знаете, вот спит и видит иметь ребенка от вас. Как это ни странно бы звучало, да, но вот почему-то она хочет, потому что она в мужчинах разуверилась. У нее как-то вот расставание за расставанием с мужчинами. У нее вообще как-то не складывается личная жизнь. Это очень сильно ее расстраивает, напрягает. Она уже потеряла веру в то, что она сможет построить какие-то отношения. Поэтому она уже думает, как бы с вами можно как-то сблизиться, да, как бы начать вот с вами именно, ну, зароманить, да, именно для того, чтобы просто забеременеть от вас. Она просто, вот знаете, в таком состоянии, когда ей, с одной стороны, и неудобно, да, она же не пойдет, не подойдет к вам, не скажет, что пошли, я хочу ребенка от тебя, да, пошли в спальню. Поэтому она вот обдумывает, как лучше ей быть, как это, знаете, как-то естественно вот к вам подойти, начать как-то общение с вами, ну, зароманить, чтобы это было естественно.
Пока что она еще не решила, да, вот как такая своего рода интрига, она еще обдумывает. Но то, что она вот периодически с вами пересекается, вы где-то с ней встречаетесь периодически, это однозначно. Женщина такая довольно, знаете, вот серьезная именно по отношению к отношениям. У нее такой довольно серьезный подход, просто ей ну как-то вот ну не везет по жизни и все с мужчинами. Поэтому она вот отчаялась. Ну и, соответственно, положила глаз на вас. Потому что далеко не от каждого мужчины хочется иметь детей. Вот такой был расклад. Довольно интригующий, довольно интересный, да, потому что, ну, не каждая женщина хочет иметь от вас детей. Я думаю, это правда. Но то, что вы запали, да, да еще и с такой целью, вы запали ей в душу, то я думаю, это дорогого стоит, да, значит, все-таки вот идет от вас такая сила, мощь, да, вот настоящий мужик, от которого хочется даже детей. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!